Все началось 10 лет назад. Он был обычным офисным работником в Японии, и после изнурительного дня он заснул во время ужина только для того, чтобы перенестись в альтернативный мир в Японии. Тело 6-летнего мальчика на вечеринке с большим количеством гостей и вкусными блюдами. Он подумал, что это был просто сверхреалистичный сон, и попытался вернуться к своей разоренной и скучной жизни, заснув. Но какой-то мужчина разбудил его и привел к гостям вечеринки, чтобы познакомить с ними. Гвендолин понятия не имела, что сказать перед всеми взрослыми, которые смотрели на нее с ужасом, но потом пришел его старший брат Эрик и прикрыл его. Он представил мальчика гостям как своего застенчивого младшего брата по имени Гвендолин Балмейстер Оруэлл. Уэллс узнает, что он младший сын знатной семьи, и это свадьба его старшего брата Курта. Он был счастлив, что проведет эту жизнь, купаясь в роскоши. Но буквально на следующий день он узнает, что его семья была всего в одной зарплате от того, чтобы стать бездомной. Он подтверждает это Эриком, который говорит ему, что они годами копили деньги, чтобы устроить хорошую вечеринку для своих гостей. И теперь они вернулись к своему первоначальному образу жизни. Его ждет еще одна шокирующая новость. Он узнает, что у его отца слабая игра на выбывание, а у него 7 старших братьев, включая 2 сводных. Я потрясен тем, что он 8-й сын бедного дворянина, и из-за этого у него хроническая депрессия, когда же у корпоративного рабы зарабатывают больше денег. Однажды он обнаруживает, что Эрик и 2 других брата покидают дом, потому что старший брат Курт унаследовал все после свадьбы. Поэтому остальные должны отказаться от своего благородства и найти работу. Уэлл в недоумении, но его братья говорят ему, что ему также придется стать независимым, когда он достигнет совершеннолетия. Уэлл решает начать искать способ изменить свою жизнь и однажды находит в библиотеке хрустальный шар и брошюру с инструкциями к нему. Он узнает, что с его помощью можно измерить магические способности человека, что, по его мнению, является шуткой. Только один человек из 1000 может использовать магию, и он решает попытать счастье. Он садится на свое место и затем делает несколько глубоких вдохов, прежде чем попытаться поймать хрустальный шар. Сначала ничего не происходит, но как только он собирается сдаться, шар становится флагом гордости. Он потрясен, осознав, что он волшебник, и теперь подумывает о том, чтобы найти учителя. Он пытается найти книги по магии, но безуспешно, поэтому, когда его отец приходит в библиотеку, Уэлл спрашивает сына, есть ли у них какие-нибудь книги по заклинаниям. Только для того, чтобы понять, что его отец волшебник, неграмотный бродяга. Позже в тот же день он вышел на улицу и попытался воспроизвести то, что он видел в аниме, чтобы проявить свою магию, но потерпел неудачу. Как раз в этот момент перед ним появляется мужчина, на котором больше украшений, чем на дерьмовом американском рэпере, и он рассказывает, что почувствовал свою магию раньше. Его мама научила его остерегаться незнакомцев, поэтому он направляет на него свою палку. Как настоящий чад, мужчина берет свою палку и выбрасывает ее, представившись фокусником по имени Альфред. Палка, которую он только что бросил, создает эффект домино, и большой валун падает на гигантского кабана, который приходит в ярость и бросается на них на полной скорости. Уэллс напуган и хочет убежать, но волшебник ловит его и говорит ему использовать свою магию. Альфред направляет его и помогает ему циркулировать ману, создавая мощный ветер, который отталкивает кабана. Уэлл потрясен этим, в то время как маг поздравляет его с использованием его первого заклинания. Кабан снова нападает на них, но на этот раз Альфред берет инициативу в свои руки и взмахом пальца отправляет кабана с треском ломиться сквозь деревья, используя свою магию ветра. Уэлл кажется напуган его силой, но волшебник успокаивает его и представляется бывшим придворным магом из герцогства. Он говорит изумленному мальчику, что он обладает потенциалом, который может превзойти даже его собственные магические способности, оставляя Уэлла в состоянии недоверия. Они садятся в лесу пить чай, и глаза Уэлла расширяются от изумления, когда он наблюдает, как безжизненный кабан таинственным образом исчезает в маленьком мешочке волшебника. Альфред выражает свое желание передать свои магические знания Уэллсу, оставляя мальчика озадаченным. Волшебник утверждает, что он просто хочет иметь достойного ученика, который мог бы продолжить его магическое наследие, и заверяет Уэлла, что никакой платы за уроки не требуется. Это было все, что ему нужно было услышать, и он согласился стать учеником мага. Альфред предупреждает его, что он должен держать магию в секрете, так как это может создать ему проблемы. Он объясняет, что это может вызвать проблемы между ним и его старшим братом, поскольку люди хотели бы, чтобы следующим лордом стал маг, владеющий магией. Примите это предложение, и на следующее утро начнется его обучение. Первый, Альфред хочет измерить свой запас маны, сравнив его со своим собственным, поэтому он хорошо держит свои руки, а затем рисует их запас маны. Альфред впечатлен тем, как быстро он всему учится, и говорит, что Уэлл родился с большим запасом маны даже по сравнению с ним. В последующие дни Уэлл усердно погружается в свои промежуточные занятия магией, экспериментируя с огненными атаками на груду камней. Альфред, похоже, доволен достигнутым прогрессом и делает хорошие комплименты, отмечая, что большинству людей требуются месяцы, чтобы достичь этого уровня. Кроме того, Альфред любезно делится некоторыми горными овощами со своим юным учеником, чтобы помочь накормить семью Броки из Велсброуки, что вызывает сильную зависть у его старшего брата Курта. На следующий день под руководством Альфреда Уэлл поднимается в небо, обучаясь искусству магии отслеживания. Сосредоточившись с закрытыми глазами, находит птицу и с помощью магии запускает камень, чтобы быстро поймать ее обед. Альфред снова теряет дар речи от способности Уэлла и присоединяется к нему, когда они наслаждаются жареной птицей в сочетании с домашним васаби. Уэлл с гордостью упоминает о сборе ингредиентов в лесу, но Альфред советует ему не отправляться в зачарованный лес за пищевыми ингредиентами.
студентами. Он оплакивает его из-за монстров, которые могут легко лишить его жизни. Через несколько дней после этого Уэлл изучает магию воды, утверждая, что Курт присматривает за ним. Альфред думает, что у него должно быть были сомнения в том, что он хорошо владеет магией, и он боялся, что может потерять свою должность. Уэллс утверждает, что у него нет никакого интереса становиться лордом, в то время как его учитель предлагает ему стать авантюристом. Уэллс сразу же увлекается этой идеей и даже представляет свое будущее, полное приключений, в то время как Альфред тайно борется с проклятием, изо всех сил стараясь помешать ему покончить с его жизнью. Позже в тот же день Уэлл сообщает своей семье о своих планах стать авантюристом, но у его отца нет денег, чтобы отправить его в Академию авантюристов. На следующий день Уэлл говорит Альфреду, что он хочет начать заниматься только ради оплаты учебы в колледже, но Альфред говорит ему, что он не хочет этого делать. Вы можете вступить в гильдию торговцев вместо того, чтобы быть онлайн-игроком. Он советует ему начать работать пораньше и обучает его продвинутой магии, такой как полеты и телепортация, чтобы он мог быстро перемещаться в другие города. Он дарит Уэллсу незабываемые впечатления, поднимая его в небеса и показывая ему огромный мир, ожидающий его. Позже той ночью Альфред понимает, что его проклятие становится все сильнее, и у него осталось не так уж много времени. Он решает попрощаться со своим учеником на следующий день, заявив, что ему больше не нужно учиться у него. Эта новость ошеломляет его, и он падает на землю, так как не может сосредоточиться на практике магии полета. Он не хочет так быстро расставаться со своим учителем и просит его оставаться рядом с ним. Альфред утверждает, что научил его всему, что знал сам, и категорически отказывается удовлетворить его просьбу. В тот вечер за обеденным столом он мог думать только о своем хозяине, а потом его отец рассказал ему слух о разумном зомби по имени Шепчущая Нежить, замеченном в лесу. Шепчущая Нежить выглядит как люди и может прекрасно разговаривать, поэтому было трудно отличить их от обычных людей, и единственными различиями в их чертах были холодное тело, бледная кожа и притупленные чувства. Это напоминает ему Альфреда, у которого очень холодная бледная кожа и замедленная реакция. Он летит в лес, чтобы найти своего хозяина, но теряет равновесие и падает, прежде чем успевает его найти. Альфред приходит к нему, и мы все еще не можем поверить, что он мертв. Он утверждает, что ему грозит опасность, если он останется в лесу, и хочет забрать его к себе домой, но Альфред говорит своему ученику, что он и есть тот самый разумный зомби, о котором говорят люди, и Уэлл совершенно опустошен. Благодаря этому знанию, Альфред рассказывает историю своей жизни, рассказывая, что 5 лет назад он был придворным магом герцога. Однажды старший сын герцога заболел смертельной болезнью, поэтому он собрал армию, чтобы отправиться в заколдованный лес и найти редкую лекарственную траву. Монстры заколдованного леса превосходили их числом, и Альфред был единственным сильным бойцом в армии, который мог противостоять им. Ему пришлось защищать герцога и солдат, сражаясь с монстрами, и он потерял свою жизнь, пытаясь прикрыть их жалкие задницы. Альфред говорит, что ему следовало бы остаться мертвым, но сожаление не позволило его душе уйти, и он стал шепчущей нежитью. Его единственным незавершенным желанием было найти достойного преемника, который унаследовал бы его магию, и это было исполнено, когда он встретил хорошего человека. Альфред приносит ему извинения за то, что не сказал ему правды раньше, потому что думал, что он испугается и убежит. Затем он проводит заключительный тест перед своим учеником и просит его очистить его с помощью святой магии, прежде чем он сойдет с ума и превратится в настоящего зомби. Уэллс в слезах и отказывается отпускать своего учителя, но Альфред показывает ему, что его тело разлагалось и у него не было сил сопротивляться. В любом случае времени осталось много. Уэллс не хочет видеть, как он страдает, поэтому он решает использовать святую магию и очистить его. Магия причиняет Альфреду боль, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить его фетиши, и он хочет приложить к этому больше усилий. Велга переполняет ностальгия, когда он вспоминает последние 2 недели, проведенные со своим учителем, и вкладывает всю свою силу в очищающую магию. Тело Альфреда начинает растворяться, и он использует свои последние мгновения, чтобы поблагодарить своего ученика и сказать ему, чтобы он делал все возможное в будущем, одновременно оплакивая его смерть. Учитель долго молчит, но потом вытирает слезы, клянясь оправдать его ожидания. Он продолжает усердно работать над своей магией и не осознает, как быстро пролетают 7 лет, когда ему исполняется 12. Он наконец-то готов покинуть свой бедный дом и семью и собирается поступить в Академию Искателей Приключений, чтобы начать свою новую жизнь. Он поступает в Академию и получает стипендию в классе, где много многообещающих новичков. Все представляются, и 2 девочки, Луиза и Сьюзен, находятся в центре внимания, потому что они происходят из семей выдающихся мастеров боевых искусств, которые служат герцогу. Когда настает очередь Уэллса, он осознает, что его коммуникативные навыки ухудшились из-за многолетнего пребывания в деревне, и он запинается, когда представляет себя. Похоже, никому нет до него дела, и он думает, что ему будет трудно завести здесь друзей. Начинается урок, и инструктор раздает всем регистрационные формы для участия в вечеринке, потому что именно так начнется их обучение. И он хорошо знает, что никто не выберет такого деревенщину, как он. Однако он не знает, что все переоценивают его как единственного волшебника в своем классе, обладающего навыками высшего уровня. Во время обеденного перерыва 2 богатые девочки, Луиза и Сьюзен, разговаривают со своим лучшим другом Ирвином о том, чтобы пригласить фокусника присоединиться к их вечеринке, потому что он может легко нести их. Они утверждают, что являются самыми сильными в классе, поскольку могут использовать магию для укрепления своего тела, и думают, что они лучше всего подходят для этого, чтобы присоединиться к вечеринке Уэлла. Другие группы также призывают Уэлла, но никто не осмеливается приблизиться к нему, потому что они думают, что он первоклассный игрок и не будет этого делать. Поговорите с теми, кто ниже его уровня. На следующем уроке учитель объявляет, что ученики, которые хотят подрабатывать неполный рабочий день, могут попробовать поохотиться, так
так как это платит больше всех. Он советует им охотиться группами, так как в одиночку может быть опасно. И что же, это снова безнадежно, потому что он уверен, что Ной выберет его. Богатые дети нервничают, приближаясь к нему, потому что Ирвин помешанный идиот, который думает, что хорошо держаться на расстоянии, чтобы оценить все это. Луиза также согласна с ним. Они решили занять первое место в охотничьем турнире, чтобы показать себя достойными присоединиться к его компании. Они охотятся больше, чем любая другая группа в их классе, и думают, что у них есть хороший шанс хорошо присоединиться. Но когда он передает кучу мертвых монстров секретарю торговой гильдии, они остаются ошеломленными и лишенными дара речи. Один из наиболее пессимистично настроенных студентов говорит, что Уэллс находится в другой лиге по сравнению с ними, и пытаться быть с ним рядом бессмысленно. Все верят его словам и покидают класс, отказавшись от своих надежд присоединиться к Уэллсу, который планирует завести друзей, леча свой класс. На ужин со своим призовым фондом. Как только он берет сумку, он оборачивается, чтобы пригласить своих одноклассников присоединиться к нему, но в комнате так же пусто, как и в моем классе. Богатые дети расстроены из-за унизительного поражения, и они не хотят отказываться от вечеринок с Уэллсом, потому что он их золотой друг. Билет в успешное будущее. Они хотят поохотиться на большую добычу, чем он, чтобы заставить его признать их, и для этого они отправляются в запретную часть леса. Они осознают свою ошибку, когда их окружает стая волков. И несмотря на все их усилия, богатые дети не могут победить подавляющее количество монстров. Волк неожиданно нападает на Луизу, и Ирвин прикрывает ее, но в процессе получает травму. Видя, что их строй рушится, все волки набрасываются на них, чтобы начать комбинированную атаку. Но, к счастью, Уэллс тоже был поблизости. И он почувствовал, что его одноклассники используют его навыки выслеживания. Он появляется на месте преступления в нужный момент и уничтожает всех волков каменными столбами. Пока спасает троицу и доставляет их в больницу, где они извиняются за то, что были для него обузой, и рассказывают ему, что все думали о нем как о человеке намного выше их уровня. Он наконец понимает, что они слишком высоко ставили его и подвергали себя опасности только для того, чтобы добиться его признания. Но они утверждают, что знают свое место и заявляют, что недостойны быть его товарищами по команде. Уэлл хочет присоединиться к их вечеринке, но прежде чем он успевает что-либо сказать, в комнату входит преподаватель с хорошими новостями и сообщает своим ученикам, что герцог устроил вечеринку в саду для их класса. На следующий день они отправляются на вечеринку, которую устраивает герцог Амадей, который игнорирует всех и подходит к нему, как только видит. Они дружески беседуют о том, что семья Балмиестер – его вассалы, а затем он приглашает Уэлла на личную беседу. Хотя ему все еще не нравится ходить в чужой дом одному, поэтому он говорит, что богатые дети – члены его партии, и берет их с собой. Внутри особняка они встречают придворного мага Бранта, который также был учителем бывшего придворного мага Альфреда. Уэлл потрясен, узнав об этом, и Брант объясняет, что он является экспертом в отслеживании магии и не спускал глаз с Альфреда даже после того, как тот стал шепчущей нежитью. В зачарованном лесу, недалеко от дома Уэлла, около 12 лет назад. Райт знает, что Альфред скончался 7 лет назад, и это могло произойти только в том случае, если бы исполнилось его желание найти ученика, более могущественного, чем он сам. Все указывает на Уэлла, который не может отрицать, что он ученик Альфреда, после того, как Брант узнает его волшебный мешочек. Волшебник и герцог приходят в волнение, когда слышат о последних минутах жизни Альфреда, и тоже плачут, вспоминая о нем. А Кадат, он вспоминает, что у него есть много припасов из экспедиции и сумка, которую он хочет вернуть герцогу. Пока Лоу возвращает припасы, богатые дети ждут его снаружи, и они все еще не могут поверить в печальную историю, которую они только что услышали, что заставляет их осознать, что, как и они, Уэллс тоже талантливый человек, но не может стать преемником, так как он не является первым сыном. Суми подбегает к ним и извиняется за то, что так внезапно назвала их своей компанией. Богатые дети говорят, что они хотели быть в его партии, чтобы воспользоваться его властью, но теперь они поняли, что это несправедливо. Уэллс отвечает, что он не возражает и хочет присоединиться к ним, потому что ему будет весело общаться с ними. Поначалу трио было шокировано, услышав его доводы, но затем они рассмеялись, приняв его как друга. Герцог прервал их беседу и наградил его 1000 золотыми монетами за возвращение припасов. Все были шокированы, услышав это, и осознание этого пришло немного поздно. Вдобавок ко всему, Брент сообщает ему, что он также унаследовал особняк Альфреда и его поместье, и в тот же вечер он переезжает в большой и устрашающий дом. Он думает, что дом слишком велик для одного человека, и он решает пригласить своих друзей пожить здесь с ним. После этого проходит несколько месяцев, и во время летних каникул Уэлл приглашает своих друзей на свадьбу своего брата Эрика. Они путешествуют на волшебном воздушном корабле, где Луиза одета как Леди Гага, так как хочет привлечь внимание знати на свадьбе, а Ирвин в ужасе от того, что она может сделать. Летающий корабль похож на пещерного человека, который никогда раньше его не видел. Брант тоже там, он в полной мере использует бесплатные напитки на дирижабле. Он говорит Ирвину, что самолет не упадет, но затем он видит темные облака рядом с кораблем и забирает свои слова обратно. Он хорошо указывает на облака, и из них выходит гигантский скелет дракона, заставляя всех наложить в штаны. Остальные пассажиры поворачиваются к Арен и требуют встречи с капитаном, чтобы поговорить об этом инциденте. Но второй пилот говорит им, что великий волшебник Бранд будет помоги им победить дракона-нежить. Бранд говорит ему, что это невозможно, потому что только священная магия может очистить нежить.
нежить, а у него нет к этому таланта. Однако он утверждает, что знает талантливого мага, который использует священную магию и хорошо справляется с этой задачей. Он соглашается сразиться с драконом, несмотря на то, что нервничает, а Брандт остается, чтобы защитить корабль. Велла летит к дракону и использует свой магический барьер, чтобы защититься от его разрушительного дыхания, а Брандт защищает корабль своим магическим барьером. Вэл использует свою священную магию, но дракон переключается на атаки ближнего боя, чтобы остановить его. Уэлл уклоняется от его атак и концентрирует святую магию как духовную бомбу, а затем бросает ее в костяного дракона. Его святая магия отталкивает дыхание дракона назад и поражает его. Дракон светится как рождественская елка и извивается от боли из-за магии очищения. И использует свои оставшиеся силы, чтобы атаковать колодца, который уклоняется и блокирует атаки, пока его магия наконец не сработает и дракон не потеряет свою душу. Кости разваливаются, и гигантский магический камень, удерживающий их вместе, тоже разрушается. Находясь внутри корабля, Брандт делает знак банде, приказывая Уэллу собрать кости дракона в свой волшебный мешочек. Он также собирает кости, завораживающий красный магический камень. Как и на корабле, все устраивают вечеринки, чтобы отпраздновать свое выживание, но после этого он хочет отдохнуть несколько дней. Вскоре бывший партнер Бренда по приключениям Артура приходит туда и говорит, что у него не будет возможности сделать перерыв. Рент удивлен, увидев своего друга, и знакомит его с Уэллсом, и они рассказывают о своих приключениях. На следующий день корабль прибывает в столицу, и Брандт убегает сразу после приземления, оставляя Артура присматривать за детьми. Вскоре туда прибывает рыцарский орден, и их капитан благодарит его за то, что он убил дракона, и просит его сопровождать их во дворец, поскольку король призвал его. Его друзья бросают его и отправляются к его брату, в то время как Уэллс остается с Артура, который сопровождает его во дворец. Его радушно принимают как героя-победителя дракона, но дворяне недовольны тем, что он находится в центре внимания. Он приветствует короля, который благодарит его за победу над скелетом дракона и награждает медалью дракона-близнеца. Кроме того, он делает его дворянином, даруя ему титул баронета, и хорошо повторяет клятву, которой Артура научил его ранее. Позже король покупает все кости дракона и волшебные камни у хорошо, а генерал и премьер-министр спорят о том, какова должна быть справедливая цена за них. Генерал хочет заплатить значительно более высокую награду, но премьер-министр жалуется, что у них нет на это бюджета. Прежде чем их спор обострится, Папа Римский объявляет промежуточную награду в размере 150 золотых монет. Позже в тот же день они возвращаются из дворца, получив награду, и мастер боевых искусств с копьем устраивает роуд-шоу, чтобы произвести хорошее впечатление, чтобы он мог нанять его. Охранники утаскивают его, и Артура говорит им, чтобы они привыкли к таким идиотам, потому что они будут продолжать преследовать его. Он даже предупреждает его о дворянах, которые попытаются навязать ему своих дочерей, и он не хочет, чтобы это произошло. На следующий день он наконец добирается до свадьбы Эрика, и два брата, которые ушли из дома вместе с ним, тоже там. Они жалуются, что Курт не прислал никаких подарков для жениха и невесты, и в таком случае их семья будет плохо выглядеть перед гостями. Уэллс решает сам оплатить подарки и понимает, что быть аристократом – это больше выпендриваться, чем иметь деньги. Но он счастлив, что его любимый брат теперь женат. На следующий день Папа Римский приглашает его к себе домой, и он посещает его с пожертвованием в размере 200 золотых монет. Папа впечатлен его деловым чутьем и сразу же находит общий язык с Уэллом, и они разговаривают о религии и крещении, когда входит симпатичная девушка с чаем и очаровывает Уэлла. Это сердце. Папа Римский представляет девочку как свою внучку Элизу, и просто взглянув на нее, мы можем сказать, что она способна использовать магию. Папа Римский говорит, что Элис может использовать священную магию исцеления и часто помогает бедным в церкви, что принесло ей титул святой. Элис обучающаяся монахиня, но ее дедушка не хочет, чтобы она вступала в церковь, и хочет найти для нее подходящего жениха. В то время как шутит, что ее красота приведет к ожесточенной конкуренции среди мальчиков, и возможно он тоже мог бы присоединиться к ним. Он продолжает смеяться над своей шуткой, но потом понимает, что больше никто не находит ее смешной. Однако Папа Римский принимает его слова за чистую монету и говорит, что принимает его как жениха своей внучки. Он потерял дар речи, потому что осознал, что обручился с Элизой буквально через минуту после знакомства, и теперь пути назад нет. Когда он возвращается домой, его друзья наряжаются клоунами, узнав, что он отправился креститься и вернулся помолвленным. Они также думают, что Элиза замечательная жена, и хорошо усвоили, что в этом мире нет понятия романтических браков, и ему посчастливилось даже увидеть эту девушку. До того, как все было решено. Затем его новая невестка завершает его макияж и выходит на улицу, одетый как настоящая стерва-самородок, чтобы люди не узнали в нем крутого аристократа. С ним Хервин, и он постоянно дразнит своего друга по поводу его будущей жены, и Уэлл задается вопросом, что на самом деле думает о нем Элиза. Позже они отправляются на рынок, где фанатик копья хорошо идентифицирует себя благодаря своей маскировке и своим способностям сталкера. Он тут же начинает демонстрировать свои навыки владения копьем, и все присоединяются к нему в стремлении привлечь внимание Уэлла и стать его вассалами. Он возвращается домой по телемосту и снимает свой клоунский наряд, когда Ирвин и Эрик говорят ему найти вассала, который сможет блокировать всех нежелательных кандидатов. Ирвин предполагает, что он мог бы нанять его, и ему очень нравится эта идея, поэтому он немедленно нанимает своего друга в качестве вассала, который не может поверить в это. То, что только что произошло. Уолт не хочет вдаваться в подробности и отправляется прямо к своей невесте,
комнате, но телепортируется за окно ее дедушки. Он падает и остается там до тех пор, пока старый папа не вернется в свой офис, но вскоре Элиза находит его лежащим там, и он отводит ее на крышу, чтобы поговорить с ней наедине. Он нервно спрашивает ее, что она думает об их помолвке, и Элис отвечает, что она счастлива быть женой героического истребителя драконов. Этого вполне достаточно для Ну. Он проводит некоторое время со своей невестой. Вернувшись домой, Ирвин стал высокомерным, поскольку он единственный, у кого есть работа в его группе, и он командует Луизой и Сьюзен, говоря им, что попросит Ну нанять их в качестве своих помощников. Юниоры. Девочки не хотят подчиняться ему и хотят каким-то образом превзойти его. Как раз в этот момент они видят, как Эрик занимается любовью со своей женой, и Луиза предлагает им также попытаться стать женой Уэлла. И если у него не может быть больше одной жены, то у него может быть больше одной жена, мы будем стремиться стать его побочными цыпочками. Сьюзен тоже не возражает против этой идеи, и обе девочки начинают праздновать свое прекрасное будущее, в котором им не придется работать после того, как они выйдут замуж за богача. Уэллс возвращается, когда они находятся в разгаре своего бредового парада, и Луиза пытается соблазнить его, исполняя дурацкий танец Fortnite. Но он раздражается мимо него и выходит из комнаты. Она не сдается и усерднее готовит по вечерам, но Сьюзен застенчива и не может за ней угнаться. Колодец находится за их окном, и вы можете послушать их неловкий разговор, когда он получает приглашение на ужин от дворецкого Папы Римского. На следующий вечер он отправляется в особняк Папы Римского и устраивает шикарный частный ужин с арендаторами, но они оба неловки и не знают, что сказать. Уэллс хочет уйти, как только закончит есть, но дворецкий предлагает ему сводить свою девушку за покупками на улице. Первые свидания. Он имел в виду покупку обручального кольца, и Уэллс оказывается в магазине с драгоценностями по завышенной цене. Элис говорит ему, что ему не нужно тратить на нее так много денег, но простое кольцо привлекает внимание Уэлла, и он планирует подарить его своему жениху. Когда он узнает, что это волшебное кольцо обойдется ему в 300 золотых монет, он задается вопросом, было ли оно изготовлено компанией Apple. Но ему нужно сохранять хладнокровие перед арендатором, и он покупает кольцо, не торгуясь. Они снова садятся в карету, она искренне хвалит его выбор, говоря, что он должно быть знал о волшебном кольце до того, как выбрал его. И он отвечает, что просто подумал, что оно будет красиво смотреться на ней. Она в восторге, и Уэлл откровенничает с ней, говоря, что чувствует себя обремененным, когда все называют его героем, и ему приходится оправдывать их ожидания. Но рядом с ней он чувствует себя самим собой. Он решает зарядить кольцо своей магической силой, и оно начинает светиться, создавая диско рыцаря внутри кареты, а при виде улыбки Уэлла у Элизы в животе начинают порхать бабочки. С тех пор прошло несколько дней, и Луиза и Сьюзен обсуждают с Ирвином свои планы по хорошему соблазнению. Когда Элиза приезжает на встречу со своим будущим мужем, она узнает, что его сейчас здесь нет, так как король вызвал его для выполнения миссии. Король приказывает Уэллсу убить дракона, и хотя он потрясен масштабом миссии, он не может отказаться от приказов своего босса. Ночной капитан объясняет Уэллу и Брандту план освоения земель. Но чтобы заполучить землю, им нужно заполучить местного дракона, и монстры исчезли из поля зрения. Только могущественные маги могут противостоять дыханию дракона, поэтому Уэлл и Брандт были выбраны для участия в этой миссии вместе с третьим драконом. Товарищ по команде – громоздкий воин с обалденным ирокезов. Экстраверт 99 уровня и фанат спортзала, который сгорает от желания поохотиться на дракона, отлично справляется с этой задачей. Он думает, что этот парень должно быть воин, но Брандт говорит ему, что этот человек Армстронг, дворцовый маг с телосложением танка. Они немедленно вылетают в расположение дракона под предводительством Армстронга и объединяются там с армией. Вскоре отряд Уэлла также узнает об этой миссии, и им поручено присоединиться к битве, чтобы уничтожить мелких монстров в этом районе после того, как с драконом будет покончено. Временная армия Уэлла для этой миссии состоит из всех воинов, которые хотят привлечь его внимание, и Ирвин является их командиром, который неохотно соглашается на это. Они добираются до военной базы после Уэлла, и вскоре Элиза присоединяется к ним в качестве целительницы, но она не может увидеть своего жениха, потому что он уже ушел сражаться с драконом. Ну что же, Брэндон Армстронг находится в логове дракона, и громкий рев Армстронга заставляет его рушиться. Дракон просыпается и издает яростный рев, от которого у Уэллса волосы встают дыбом. Армстронг начинает битву, используя свою магию, чтобы превратиться в могучего рейнджера. Он носит магические доспехи и демонстрирует огромный молот, которым он поражает дракона и бросает его на землю. Брандт говорит Уэллу выполнить свою часть работы, прежде чем у большого парня иссякнет магия. И он использует мощное заклинание ветра, чтобы убить дракона, пока Армстронг удерживает его на месте. Уолт забирает тело дракона в качестве своей добычи, но затем Брандт говорит ему, что они не могут позволить себе расслабиться, так как огромное количество монстров выйдет из-под контроля теперь, когда дракон побежден. Битва с монстрами начинается с обеих сторон, и люди в армии Уэллса получают серьезные ранения. Алиса весь день пытается вылечить раненых солдат, и после того, как ее магия истощается, она использует силу, хранящуюся в ее кольце. Она слышит о героизме своего жениха от солдат, и именно это поддерживает ее мотивацию. На рассвете прибывает гонец и объявляет, что битва наконец-то закончена и все монстры убиты. Но затем другой человек говорит, что Уэллс ранен. И Лиза встревожена и бежит к нему, но с ним все в
полном порядке, поэтому она становится слишком счастливой и падает в обморок. Позже она просыпается в тени дерева, а рядом с ней Уэлл, и он также слышал истории о том, как она лечила солдат и придавала им мужество. У них есть трогательный момент, когда Элли рассказывает Уэллу, как она волновалась за него. И как раз в этот момент к ним подбегает Армстронг и поднимает арендную плату, сообщая ошеломленному Уэллсу, что она его племянница. После успешного выполнения миссии Уэллу присваивается звание барона и еще одна медаль «Истребитель драконов». Король приказал ему переехать в столицу, и он как раз собирает свои вещи, но по крайней мере она присоединяется к нему и заявляет, что она собирается жить с ним в столичном доме. Луиза и Сьюзан считают это ужасной новостью для своего плана стать наложницами Уэлла и думают, что теперь им будет трудно соблазнить его. Они понятия не имели, что Элис думала, что они уже помолвлены с Уэллом, поскольку жили с ним, но он уточняет, что такого понятия не существует. Что-то происходит между ними. Он воспользовался своим шансом и спросил ее, как она отнесется к тому, что у нее будут какие-нибудь побочные продукты. И Элис сказала, что это совершенно нормально в благородном обществе. Луиза и Сьюзан знают, что лучшего шанса им не представится, и заявляют о своем намерении удачно пожениться, и когда Элиза дает ему зеленый свет, он расширяет свой гарем. Несколько месяцев спустя еще один из братьев удачно женится, и на свадьбе Эрик рассказывает ему о боевых действиях. Турнир по искусству проводится в Капитолии раз в 3 года. Уэлсу это не интересно, потому что в турнире нет категорий для магов, но его братья говорят, что он должен сделать это как дворянин. Уэлл говорит, что он зарегистрируется как фехтовальщик и будет использовать магию для укрепления своего тела, но он узнает, что это тоже запрещено. Он удручен, но все же решает принять участие в соревнованиях по фехтованию, так как его братья продолжают настаивать. Его друзья также узнают о турнире от Бранта, который советует им принять участие ради чести своей семьи. Луиза и Сьюзан знают, что они не могут использовать магию, чтобы укрепить свои тела, как обычно, поэтому они немедленно приступают к тренировкам. Но Ирвин сдерживается, так как у него уже есть надежная работа. Брант предупреждает его, что если он окажется бесполезным, Уэлл сможет выгнать его из партии и уволить с должности помощника, и Ирвина одолевают сомнения. Ночью Уэллс говорит всем, что Элис хочет присоединиться к их партии в качестве целителя. И он также упоминает, что действующий чемпион ПО, мы участвуем в турнире не для того, чтобы дать шанс другим людям. Ирвин считает, что в этом случае он сможет выиграть соревнования и начинает серьезно тренироваться. На следующее утро Ирвин оставляет всех позади на тренировке, а Уэллс оказывается самым слабым в группе. У него плохо получается бегать и подтягиваться, и он даже не может толком владеть мячом, поэтому он отказывается от тренировок. Его друзья продолжают тренироваться изо дня в день, но когда Уэлл сообщает им, что действующий чемпион снова участвует в турнире, Эрвин впадает в депрессию и теряет мотивацию. Ему хочется сдаться, и он прекращает тренировки, несмотря на то, что Луиза и Сьюзан пытаются вызвать его на бой. Когда он начинает говорить об этом слишком хорошо, он узнает, что Элиза усердно тренировалась втайне, чтобы не стать помехой их вечеринки из-за своего слабого телосложения. Это дает Эрвину необходимый заряд мотивации, и он снова начинает усердно тренироваться. Скоро наступит день турнира, и Уэллс проведет первый матч с действующим чемпионом, который также является капитаном команды МЭК. Уэллс знает, что надежды на победу нет, поэтому он хочет по крайней мере избежать унижения перед толпой. Начинается битва, и капитан МЭК вырубает его рукоятью своего меча за 2 секунды, и Уэллс бесстыдно возвращается к своим приятелям-фокусникам. Там он пьет чай со своим женихом, пока они ждут, пока их друзья закончат свои бои. Все сражаются хорошо, и Луиза первая, кто вернулся после поражения в предварительном полуфинале. Сьюзан вышла в финальный раунд предварительного соревнования, и ее соперница фанатка копья, которая всегда добивается внимания Уэлла. Он планирует победить девушку, чтобы залезть в штаны Уэллса или скорее в его группу. Сьюзан обнаруживает, что он намного сильнее и опытнее ее, быстро проигрывает ему и возвращается к своим друзьям. Она хочет хорошо рассказать о разносторонне одаренном фанатике копья по имени Родрих, поскольку он может быть ему очень полезен. Но Уэллс сейчас спит, так как список не позволил ему хорошо выспаться прошлой ночью. С другой стороны, Ирвин дошел до финала, но повредил руку в полуфинальном раунде, а его соперник в финале – ночной капитан. Поскольку он проходит курс лечения в задней комнате, врач говорит ему сдаться ради его же блага, но он этого не делает. «Хочу, чтобы меня выгнали с вечеринки». Его друзья тоже там, и они подарили ему коробку с завтраком, присланную компанией Well, что было его способом пожелать им всего наилучшего. Понимая, что Уэллс не собирается выгонять его, даже если он проиграет, Ирвин решает бороться за честь своего друга. Он явно проигрывает, но его навыки впечатляют капитана рыцарей, который решает взять его и Сьюзан под свое крыло. Позже Уэллс и Луиза также найдут наставника, который научит их боевым искусствам, и у Уэлла возникнет плохое предчувствие, когда она поведет его в пустынную местность. Страх Уэлла оправдался, когда он узнает, что их наставником является его старый друг Армстронг, который обещает сделать их такими же сильными, как один ударник, если они будут придерживаться его базовой подготовки. 3 года пролетели в мгновение ока, и теперь, когда ему исполнилось 15 лет, он стал взрослым. Он наконец-то может начать свою жизнь искателя приключений со своими друзьями, и ему не терпится сделать что-то веселое в первый раз за 3 года. До сегодняшнего дня он был просто безземельным дворянином, который должен был быть доступен по любой просьбе короля, и он думает, что наконец-то может наслаждаться, его свобода растет. Как раз в этот момент Брант приходит к ним с приказом от гильдии авантюристов и говорит, что им была поручена миссия «Поисследуйте древнее подземелье». Брант собирается выступить в качестве их советника, так как миссия опасна, и он хорошо ведет свою группу к месту, где они потерпели поражение. Дракона несколько лет назад. Он показывает им глубокую яму и ведет их внутрь, рассказывая, что гильдия искателей приключений ранее посылала
посылала множество групп исследовать подземелье. Но никто так и не вернулся из этого места, и гильдия предположила, что внутри был дракон. Поэтому они и назвали вечеринку Уэллса «Охотники за драконами». Но по иронии судьбы все боятся драконов и прячутся за Уэллсом. Вскоре они обнаруживают дверь и входят в пустую комнату с магическим кругом на полу. Брандт понимает, что в этой комнате что-то не так, и приказывает всем бежать, но дверь автоматически закрывается, прежде чем они успевают пошевелиться. Магический круг на полу активируется и удерживает их на месте, прежде чем телепортировать одного за другим. К счастью, они оказываются в одном и том же месте, которое на самом деле находится на дне подземелья. Брандт слышал о ловушках древней цивилизации, которые заставляют незваных гостей подниматься на поверхность, сражаясь с монстрами на их пути, и он думает, что это одно и то же. Луиза говорит Уэллсу просто телепортировать их отсюда. Но он не может этого сделать, так как магия телепортации не работает, если у него нет четкого представления о своей отправной точке и пункте назначения. После того, как Элиза оправится от телепортационного шока, группа использует старомодный способ и поднимается по лестнице в подземелье. Они приходят в огромную комнату с армией солдат-големов, и дверь за ними закрывается, когда армия големов начинает просыпаться. Уэллс хочет молниеносно отшить их, но его друзья останавливают его и говорят, чтобы он приберег свои силы для борьбы с боссом. Они решили продемонстрировать результаты своих тренировок и легко расправиться с големами. Брандт поддерживает их, блокируя атаки големов магией ветра, и советует им делать то же самое. Сьюзан уничтожает лидера големов и дезориентирует их, в то время как Луиза использует магическую ударную волну, чтобы нанести урон по площади. А Ирвин бросается вперед и уничтожает своих врагов. Они, наконец, побеждают всех големов в руне, а затем обнаруживают останки искателей приключений, которые приходили в это место раньше. У Луизы обостренные чувства, и она слышит какие-то звуки, доносящиеся с лестницы. Поэтому она идет проверить это и обнаруживает еще больше големов, приближающихся к ним с верхнего этажа. У него и его отряда нет времени на отдых, и они снова заняты борьбой. Многие геи проходят тот же путь и продолжают сражаться с големами без перерыва. Непрерывные бои и почти полное отсутствие отдыха сказываются на всех, и они выбиваются из сил после каждого этажа. Они все равно поднимаются наверх, побеждают орды големов на каждом этаже и в конце концов достигают пустого зала. Они празднуют победу, думая, что очистили подземелье, но Брандт замечает гигантского механического дракона в центре зала и предупреждает всех, как только он просыпается. Дракон атакует их своим взрывным дыханием, но Брандт блокирует его своим магическим барьером и хорошо поддерживает его. В то же время солдаты-големы появляются из-за входа позади них и наносят удар Сьюзан. Начинается битва с боссом, в которой Эрвин и Луиза сражаются с големами, Алис исцеляет Сьюзан, в то время как два мага блокируют смертоносное дыхание дракона. Уэллс знает, что их магия не продержится долго на таком позднем этапе, и он предлагает план объединения их сил, чтобы быстро сокрушить дракона. Брент соглашается и направляет всю эту силу в тело Уэлла, чтобы тот мог выпустить мощный магический луч, который выталкивает дыхание дракона обратно. Вскоре у Бренда заканчивается магия, и он падает, но он видит отражение своего предыдущего ученика в Уэлле, который продолжает сражаться с драконом в одиночку. Вскоре после этого Уэллс также начинает терять свою силу, и когда он вот-вот почувствует вкус поражения. Элис подбегает к нему и краснеет, когда она говорит, что сейчас она применит к нему особую магию. Она внезапно целует его и восстанавливает его выносливость и магию, но при этом тратит всю свою энергию и падает в обморок. Уэллс обнимает ее, но затем понимает, что он заряжен силой любви, и его магический луч пересиливает дыхание дракона и попадает ему в голову, разрушая его контур и разрушая его тело. Отключаю его. Когда босс побежден, солдаты-големы тоже перестают двигаться, и колодец рушится прежде, чем он сможет отпраздновать свою победу со своими друзьями. Его друзья отводят его на шнурке в туалет, и девочки говорят, что Элис не нужно было хорошо целоваться, чтобы исцелить его. Она просто хотела поцеловать его на случай, если они умрут. Вскоре Ирвин приходит, чтобы забрать Луизу и Сьюзан, чтобы показать им что-то захватывающее. И несмотря на то, что они слишком устали, чтобы развлекаться его глупостями, они идут с ним. Уэлл просыпается из-за их суматохи и тоже помогает своему жениху подняться, и они идут к Брандту, который находится в библиотеке в центре города. Комната рядом с их комнатой. Он узнал, что великий маг древней цивилизации создал это подземелье в качестве испытания, чтобы найти кого-то, кто достоин его внимания. Наследие. Он не понимает, что может быть настолько ценным, чтобы организовать такое сложное испытание, чтобы защитить его, но его друзья собираются показать ему именно это. Они приводят его в ангар с 7 древними волшебными дирижаблями, которые легли в основу большинства их современных магических технологий. Рэнд говорит, что это было открытие века, и они смотрят на миллионы золотых монет, даже если у них низкий кошелек. Затем Эрвин нажимает на рычаг и открывает ворота, ведущие из ангара, и все с радостью покидают подземелье. Вскоре Вэл и его спутники предстанут перед королем и представят ему все, что они нашли в подземелье. Король покупает все, что они нашли, в то время как магическая гильдия покупает круг телепортации силы. Теперь пришло время получить денежное вознаграждение, и премьер-министр, заикаясь, заявляет, что каждый член отряда Уэллса получит по 2 миллиона золотых монет за успешное выполнение этой миссии. Поскольку в настоящее время в королевстве нет наличных денег,
они будут выплачиваться частями в течение 20 лет. И Уэллс впадает в панику при мысли о налогах, которые ему придется платить. С такой суммой денег он решает уехать из Капитолия и вернуться в Академгородок, в свой старый особняк. Уэлл рассказывает о своих планах Армстронгу, который желает ему удачи в будущем. Он также рассказывает ему, что пока он исследовал подземелье, люди распространяли слухи о его смерти в столице. Уэллс услышал этот фрагмент в первый раз и спрашивает, зачем кому-то это понадобилось. Армстронг говорит, что он страдает от успеха, поскольку слишком быстро разбогател, и теперь люди ему завидуют. Друзья Уэлла согласны с ним, говоря, что большинство людей завидуют им за то, что они являются членами партии Истребитель Драконов. И они боятся, что это станет еще более интенсивным из-за того, что они стали членами партии Истребитель Драконов. Награда, которую они получают. Никто из них не хочет лишних хлопот, связанных с деньгами. Поэтому Сьюзен достает книгу правил гильдии авантюристов и говорит, что они могут распределить вознаграждение, которое они получают за выполнение миссии. Луиза и Ирвин также согласны с ней, и они планируют отдать свою долю Уэллсу, попросив его вернуть им деньги в виде зарплаты и подарков. Сьюзен спрашивает Элизу, что она планирует делать со своим вознаграждением, и она говорит, что все, чем она владеет, принадлежит ее будущему мужу. Вот так просто, в то время как сейчас он сидит на 10 миллионах золотых монет, и он думает, что теперь ему будет завидовать больше людей. Новость о благополучном возвращении Уэллса дошла до Рукера, аристократа, который распустил эти слухи. Он думает, что несмотря на то, что мальчик вернулся из подземелья, его враги теперь объединились и могут нанести ему более прямой вред. Несколько дней спустя Уэллс пьет чай со своими друзьями, когда замечает кого-то за окном. Он боится, что за ним может охотиться вор или убийца. Поэтому он решает нанять охранника для защиты своего особняка, когда переедет в Академгородок. Его друзьям тоже нравится эта идея, и они говорят, что охранник должен быть сильным, преданным своему делу и хорошо справляться с управлением. И только один человек, обладающий такими качествами, приходит им на ум. Сьюзен говорит Уэллсу, что ему следует нанять фанатика Копья Родерика, и несмотря на то, что он шокирован, Уэлл решает посмотреть, хочет ли он все еще работать с ним после многих лет пребывания в френдзоне. Он приглашает Родерика к себе домой и спрашивает, не хочет ли он присоединиться к ним в качестве слуги, и он начинает плакать, потому что никак не ожидал, что этот день настанет. Преследователь все еще бродит по дому, и все замечают ее, когда она пускает слюни, увидев, как они едят торт. Луиза и Родерик пытаются поймать ее, а Ирвин держит Уэллса лицом вниз, чтобы защитить его от опасности, но девочка слишком быстра и ускользает от них. Родерик говорит, что ее, должно быть, подослали те же люди, которые распространяли слухи о смерти Уэллса, и он просит его разрешения расследовать это дело. Имеет значение. Он также советует ему немедленно покинуть Капитолий в целях его безопасности, но у Уэллса здесь есть еще кое-какие дела. На следующий день он отправляется со своей группой в исследовательскую лабораторию гильдии магов, потому что он слышал, что они переделали магический круг телепортации, который он нашел в подземелье. В устройство это может вызвать все, о чем только подумает пользователь. Хёрвин говорит, что эта машина самая заветная мечта похитителя нижнего белья, и Луиза и Сьюзен ударили его. Уэллс игнорирует их волнение и встает в магический круг, чтобы проверить это, и воображает, чего он хочет. Волшебный круг начинает работать и выявляет то, что он себе представлял, и это оказывается нижнее белье одного из лаборантов, который хорошо причмокивает и выхватывает его. В то время как девочки смущены тем, что он выбрал кого-то другого, а не их, он обвиняет Ирвина в том, что тот развратил его невинный разум. Элвин признает свою вину, и успокоившись, Уэлл переходит ко второму раунду, а его девочки на всякий случай хватаются за одежду. Однако на этот раз он добился успеха и вызвал именно то, что хотел, и вывез это за пределы лаборатории на тачке. Там тоже есть сталкер, и она чувствует запах чего-то съедобного в вагоне, прежде чем Уэлл телепортирует свою группу обратно домой. Она хорошо следит за ним до его дома, где он устраивает вечеринку для всех, кто помогал ему перед отъездом из Капитолия. Поскольку все наслаждаются едой и напитками, хорошо готовит свое последнее блюдо – тунца с соевым соусом, и говорит, что он поймал рыбу с помощью волшебного инструмента. Гости сомневаются, стоит ли есть сырую рыбу, но поскольку хорошо настаивает, они откусывают кусочек и находят его вкусным. Видя, как все наслаждаются рыбой, сталкер пускает слюни, и ему трудно контролировать себя. Как раз в этот момент Родерик возвращается со своей миссии и сообщает Уэллсу, что за слухами стоит брат премьер-министра Ракер. Родерик считает, что Ракер хочет обогнать своего старшего брата и стать премьер-министром, и он пытался сделать это, нанося вред людям, близким к премьер-министру. Он даже отправил сообщение семье Уэллса, чтобы сообщить им о его предполагаемой смерти, и он хочет, чтобы дети Курта унаследовали его титул и имущество, чтобы они навсегда остались у него в долгу. Уэлл хочет что-то предпринять в отношении этого мерзкого человека, но Родерик уже расправился с ним, распространив ложные слухи о том, что Ракер сговорился убить Уэлла в подземелье. И теперь король собирается допросить его. Уэллс говорит, что это немного чересчур, но Родерик говорит, что у него есть личные причины преследовать его. Ракер – незаконнорожденный отец Родерика, который отказался признать его или его мать после того, как она забеременела. Родерик знает, что его отец – отъявленный подонок, и именно поэтому он был первым человеком, которого он решил расследовать, и его гость оказался прав. Когда они обсуждают свои семейные проблемы, Элиза приходит туда с тунцом для Родерика, и преследователь больше не может контролировать свои муки голода. Она громко колотит в дверь, и все настороже, чтобы дать отпор незваному гостю. Но когда она входит в дом, разрывая дверь на части, они слишком поражены, чтобы что-либо предпринять. Она агрессивно направляется к колодцу, и когда Хербвуд пытается остановить ее, она швыряет его на землю. Она снова бежит к колодцу, и он вздрагивает
нападает, опасаясь, что она охотится за его жизнью, но девочка просто берет кусочек тунца и начинает его есть. Как раз в этот момент приходит генерал, приносит извинения за грубое поведение своей дочери и представляет ее как Вильму. Она говорит, что в течение последних нескольких дней тщательно изучала, сможет ли он хорошо ее накормить, и он прошел ее тест. У Вильмы нет никаких колебаний, и она просит перечислить в течение нескольких секунд, в то время как ее отец объясняет ее вечный голод колодцу. Бранд говорит, что девочка страдает от синдрома героя, который означает, что по ее телу всегда проходит магия, придающая ей невероятную силу, но при этом сжигающая огромное количество калорий. Вильма доказывает это, когда приносит в зал двойную порцию рыбы и без особых усилий разрезает ее пополам. Именно поэтому ей постоянно нужно есть, и генерал считает, что она сможет покрыть эти расходы, если возьмет ее в качестве телохранителя или жены. Это более неожиданно, чем его помолвка с Элизой, и Уэлл утверждает, что он собирается жить как обычный искатель приключений и охотиться на мелких животных. Он говорит, что ему не нужен такой сильный телохранитель, но генерал говорит, что он не собирается жить как обычный искатель приключений. Он слышал от своих информаторов, что герцог Амедеа планирует заставить его охотиться на монстров на своей территории, и Вильма будет прекрасным дополнением к его отряду. Герцог удивлен своей разведывательной сетью, а затем признается Уэллсу во всем и просит его выполнить задание для него. С другой стороны, сообщение, которое Ракер отправил в дом Уэлла по поводу слухов о его смерти, дошло до Курта и его жены Эмили. Они потрясены известием о смерти Уэлла, и в письме говорится, что Ракер хочет, чтобы дети Курта унаследовали титул и имущество Уэлла и присоединились к его фракции. Эта новость – приятный шок для Курта, и он начинает смеяться, услышав о такой возможности. Однако Эмили вскрикивает, увидев что-то за окном, и Курт решает тоже взглянуть на это. Как только он выглядывает на улицу, он бледнеет от шока, как будто увидел привидение. Хотя все в порядке и его компания там. Они находятся там, чтобы обсудить план герцога с лордом территории, а Бранд беседует с отцом Уэлла. Он начинает рассказывать об экспедиции, возглавляемой предыдущим герцогом, в зачарованный лес 15 лет назад, где погибло 2000 солдат, которых он возглавлял. Отец Уэлла знает об этом инциденте, поскольку он также отправил отряд солдат на помощь герцогу. Грант говорит ему, что все эти мертвые солдаты превратились в зомби, и Уэлл и его команда находятся здесь, чтобы очистить их. У Курта очень хорошее отношение к тем, у кого нет денег, и он говорит, что они не будут оказывать им никакой помощи в этом. Бранд говорит, что они в этом не нуждаются и находятся здесь, чтобы обсудить условия миссии, и Курт требует, чтобы они воздали ему должное за проделанную работу. На своей земле он спрашивает деревенского старосту о стандартной ставке комиссионных и, узнав, что она составляет 30%, требует, чтобы Уэллс заплатил 50% от их доли. Его младший брат Герман пытается убедить Курта не быть таким мудаком, потому что они могут забрать вещи погибших солдат, отправленных и из их региона тоже. Курт не преклонен в том, что он не опустится ниже 50%, и говорит, что у их бедных солдат все равно не было ничего стоящего, и их похороны были очень тяжелыми. Уже был задержан. Элейс прерывает его и говорит, что души умерших все еще заперты в их телах, и они не достигнут мира, пока их не освободят, и предлагает устроить им достойные похороны. Курт говорит, что в этом нет необходимости, и обвиняет список в том, что он хочет получить гонорары за похороны. Ирвин сдерживал себя, слушая чушь Курта ранее, и в конце концов набросился на него, прося изменить свое отношение. Курт насмехается над ним и спрашивает, все ли его слуги такие же хулиганы, как этот, и что же он едва сдерживает Ирвина, чтобы не свернуть шею своему брату. Ему тоже надоело вмешательство Курта, и он поворачивается к своему отцу, который здесь настоящий лорд, и спрашивает его о переговорах. Курт в ярости из-за того, что его отодвинули на второй план, и он снова срывается, и на этот раз Луиза и Сьюзен советуют ему следить за своим тоном, когда разговаривает с мужчиной. Барон. Это приводит его в еще большую ярость, и он думает, что его брат похож на токсичных клиентов из его прошлой жизни. Позже Уэлл и его компания ужинают с Хармоном и его женой Марленой, которые рассказывают Уэллу, что после того, как он получил известность как знаменитый герой-убийца драконов, Курт сошел с ума. С тех пор он стал параноиком и думает, что Уэллс здесь для того, чтобы украсть его право на территорию. Все остальные наслаждаются ужином, но когда Хармон пытается угостить Бранта алкоголем, он отказывается от предложения и ест только орехи, которые принес с собой. Позже Марлина просит Уэлла вернуть вещи ее дедушки, поскольку он тоже участвовал в экспедиции, и он обещает вернуть их. Старается изо всех сил. Она благодарит его, говоря, что он должен стать следующим лордом вместо слабоумного Курта, и ее даже не волнует, что скажут другие. Подумаю. Он понимает, что это неприятная борьба за престолонаследие, о которой предупреждал его учитель, и он хочет покинуть свой дом, как только завершит ее. Работа. На следующий день он приступает к выполнению миссии и отправляется в зачарованный лес, чтобы насмехаться над нежитью, бросая в нее оскорбления на игровой площадке. Элиза спрашивает, сработают ли такие глупые оскорбления, и Брент уверяет ее, что ты знаешь, что зомби идиоты. Они все равно знают, когда над ними издеваются, и вскоре зомби будут уничтожены. Небо темнеет, и зомби появляются со всех сторон. Элис достает ткань с нарисованным на ней магическим кругом, и они с Уэллсом вливают в нее свою магию, чтобы создать очищающий барьер. Они делают его настолько широким, насколько могут, и как только зомби прикасаются к барьеру, они очищаются, и их тела исчезают, оставляя только броню. Сзади. Хёрвин жалуется, что они не получают никаких действий, и Бранд говорит ему, чтобы все остальные забрали броню, потому что это их единственное оружие. Роль прямо сейчас. Вскоре предводитель армии нежити, бывший герцог, сам прибывает туда, и его также легко очистить.
спрашивает, закончили ли они со всеми, но Вильма напоминает ему, что дедушка Марлен все еще остался, и они ждут его. Внезапно зомби-виверна нападает на них с неба, и Луиза спасает невежественного Ирвина, в то время как Вильма стоит перед монстром. Она атакует его своим гигантским топором и отрубает ему голову, и монстр очищается после того, как ему отрубают голову. После Виверны на них также нападают монстры-кабаны-нежить, и некоторые из более крупных монстров сопротивляются магии очищения и проникают через барьер, давая возможность членам группы Уэллса чем-то заняться. Они побеждают монстров, которые очищаются после поражения, и через некоторое время со всеми зомби покончено. Все также истощены, поэтому уберите барьер. Но затем появляется последний зомби-человек, и по его доспехам мы можем сказать, что это дедушка Марлены. Они с Элизой отправляются разбираться с ним, когда зомби заговаривает и спрашивает о его внучке. Все в шоке, и Брандт говорит им, что зомби превратился в лича. Однако, когда Уилл сообщает старику, что его внучка счастливо живет со своим мужем, он успокаивается и опускает свой меч. Он не сопротивляется, когда Элиза очищает его и исчезает, не оставив после себя даже доспехов. Уэллс забирает вещи солдат обратно в деревню, где люди приходят в волнение, получая подарки на память о своих погибших родственниках. Они благодарят Уэлла за то, что он сделал, но затем Курт приходит туда и заявляет, что все доспехи должны быть возвращены ему после того, как все перестанут плакать. Он хочет расплавить все и использовать металл для изготовления инструментов для разработки, и люди умоляют его позволить им похоронить доспехи вместо своих умерших родственников. Курт грубо отказывается и решительно противостоит своему брату, говоря ему, что тот зашел слишком далеко. Курт отвечает, что он заботится о развитии Земли больше, чем какие-то мертвые простолюдины, и для этого ему нужно железо. Уэллс говорит, что если ему просто нужно железо, он может взять с собой железный кий и оставить жителей деревни в покое. Курт поражен и падает на землю, но когда его лакеи спрашивают его, что им теперь делать, он говорит им подождать, пока Уэллс покинет деревню. На следующий день он возвращается в столицу и передает солдатские доспехи Амадею, который говорит, что вернется вещи семье погибших солдат, но до тех пор это займет некоторое время. Уэллсу приказано оставаться наготове в его деревне. Уэллс не хочет проводить там ни минуты, но он должен следовать приказам, и даже Трант говорит ему, чтобы он наслаждался пребыванием в доме своего детства. Он телепортируется обратно домой, когда деревенский староста удивляется, увидев его снова, а затем приглашает свою группу посетить массовые похороны. Состоится завтра. На похоронах Айлас молится за погибших солдат, потому что она знаменитый священник. Жители деревни благодарны ей, но они в ярости из-за того, что Курт не пришел, чтобы выразить свое почтение. Позже жители деревни устраивают вечеринку, где все веселятся, а Брандт по-прежнему отказывается пить и продолжает грызть свои орешки. Вскоре жена Курта, Эмили и их дети придут помолиться на место похорон и тепло поприветствуют его невестку. Его племянники действительно рады встрече с ним, так как они слышали истории о своем дяде-истребителе драконов, и они хотят знать, как он это сделал. Друзья Уэлла решили разыграть пародию, чтобы развлечь детей, где Эрвин играет костяного дракона, Луиза Брандта и другие. Сьюзан получила главную роль в фильме «Ну что же». После окончания спектакля Уэлл угощает своих племянников сладостями, а затем желает им спокойной ночи. После этого деревенский староста приходит поговорить с ним наедине и просит его стать следующим лордом, как этого хочет большинство людей. Уэлл взволнован и говорит, что он не может этого сделать, так как это право Курта по рождению, но деревенскому старосте наплевать ни на него, ни на остальных. Нынешний лорд и настаивает на том, что у их земли нет будущего под их властью. Уэллс говорит, что он, во-первых, не хочет быть лордом, а хочет жить как искатель приключений. Но вождь знает, что его вассал Родерих искусен в обращении с подобными вещами, что позволяет ему делать все, что он пожелает. Он предлагает мальчику свою полную поддержку и говорит, что даже королевский дворец хочет, чтобы он захватил эту землю. Как только шеф заканчивает говорить, к нему подходит Брандт и хвалит его острый ум за то, что он все понял без каких-либо объяснений. Он подтверждает, что король действительно очень хочет захватить эту область и стать ее новым лордом. Брандт предпочитает обсуждать этот план наедине и говорит, что предыдущие короли давно хотели развивать этот регион, но все здешние лорды были обычными и некомпетентными. Курт был настолько некомпетентен, насколько это вообще возможно для человека, и вдобавок он был еще и подонком. Поэтому король был вынужден принять строгие меры. Однако он не мог просто приказать отцу Уэлла изменить его прическу, поэтому он обсудил план со своими доверенными лицами. Они хотят свести Курта с ума, чтобы он хорошо атаковал, но тогда его усмирят и арестуют. Нынешний лорд возьмет на себя ответственность за бесчинство своего отца и уйдет в отставку, расчистив Уэллу путь к тому, чтобы стать новым лордом. У герцога была миссия по очищению нежити, так что это стало идеальной приманкой для выполнения настоящего плана. Мы спросили Спранта, почему он не рассказал ему об этом раньше, и он ответил, что это потому, что все обернулось бы так же, даже если бы он знал все. Уэлл говорит, что этот план может быть опасным, но Брент уверяет его, что он следил за всеми, чтобы убедиться в отсутствии проблем, и зашел так далеко, что бросил пить на пару дней, чтобы оставаться в отличной форме.
Хотя он все еще не уверен в том, что хочет стать лордом, Бранд говорит ему, что у него есть власть, влияние и деньги для развития этого региона. И нет никого, кто лучше подходил бы для этой роли. На следующий день Уэллс рассказывает своим друзьям о плане дворца, и они считают, что это хорошая идея. И предлагают Уэллсу перестать мучиться из-за этого и выполнять приказы, как он обычно делает. Вскоре Эмили и ее сыновья навестят нас, и будучи крутым дядей-фокусником, он покажет им несколько изящных трюков, создавая водяные шары и мини-радуги. Друзья Уэлла жалеют невинных детей, думая, что как только их отец будет отстранен от должности, они потеряют свои дворянские титулы и могут погибнуть. Даже быть изгнанным. Ночью Уэлл и его друзья ужинают с Германом, когда они слышат крики людей на улице и обнаруживают группу недовольных жителей деревни, которые мы идем к нынешнему лорду, чтобы попросить его назвать так же, как и его волосы. Они не боятся наказания, потому что уже сыты по горло несправедливым правлением Курта. Видя, что они так серьезно относятся к этому вопросу, Уэлл просит их дать ему немного времени, и они с удивлением узнают, что он собирается остаться здесь подольше, потому что до них дошли слухи, что он собираюсь уехать завтра. Брэд понимает, что за всем этим стоит деревенский староста. Он идет ему навстречу и предупреждает, чтобы он был осторожен и не вмешивался в чужие планы. Он утверждает, что вождь не совершает неправильных поступков, но дворец не любит, когда кто-то действует свободно. Деревенский вождь благодарит его за предупреждение, но он уже полон решимости делать то, что хорошо для его деревни, и перед отъездом он говорит Бранту остерегаться Амелии. Когда Брант возвращается в особняк, он обнаруживает, что задается вопросом о судьбе Курта после того, как его сместят с занимаемой должности. Он может думать только о том, что его отправят в изгнание, но Брант говорит ему, что дворец не позволит ему дожить до того, чтобы рассказать эту историю. Набель беспокоится, потому что не хочет видеть, как умирает его брат, и на следующее утро он идет поговорить с ним. Он предлагает Курту сделку, прося его дать ему немного земли, когда он станет лордом, а взамен обещает выделить ему средства на развитие его территории. Уэллс говорит, что это беспроигрышное решение, и отмечает на карте те незастроенные земли, которые ему нужны. Курт в ярости разрывает карту в клочья, обвиняя Уэллса в том, что он пытается хитростью занять его место в качестве следующего лорда. Уэллс говорит, что у него нет таких намерений, и предупреждает его о растущем недовольстве, но Курт сердится и велит ему немедленно убираться. За пределами комнаты Уэллс встречает Эмили и ее сыновей, и она хочет поговорить с ним снаружи. Уэллс говорит ей, что он хотел, чтобы у всех был счастливый конец, но теперь он не знает, как этого добиться. Эмили отвечает, что она заботится только о своих детях и хочет, чтобы они были в безопасности и счастливы, и именно поэтому она была близка к успеху, потому что ее муж верит в нее. Будущее. Она спрашивает, как он относится к тому, чтобы стать отчимом, и он отвечает, что у него и так более чем достаточно женщин. Встреча с Куртом Эмили оставляет его неуверенным в том, что ему следует делать, но Уэлл предлагает уникальное решение своей дилеммы. Готовя майонез со своими друзьями, Уэлл говорит им, что он решил стать лором, обдумав все, но он не будет следовать сценарию. Решение принимается дворцом. Он полон решимости не дать никому умереть, и для этого ему нужна помощь его друзей, которые обещают всегда быть рядом с ним. На следующий день Уэллс и его друзья открыли мини-маркет в деревне, где продают майонез, всевозможную модную одежду и многое другое. Одежда, которую можно найти только в столице. Людей тянет в их магазины, потому что там есть товары гораздо лучшего качества, чем в здешних магазинах, и лакеи Курта приходят в ярость, видя, как их покупатели обкрадывают. Они идут к Курту и взывают о помощи, но он может только закатить истерику, так как он также беспомощен против волшебника. Вроде неплохо. Когда лакеи расходятся по своим домам после собрания, он телепортируется прямо перед ними, а его друзья окружают их со всех сторон. На следующий день Курт узнает, что его сторонники были выведены его братом, который подкупил их оплачиваемым отпуском в Капитолии, и они забрали его, предложил и бросил Курта. Уэллс посещает Капитолий и рассказывает Родерих о своем плане ослабить политическую силу своего брата, похитив его сторонников. А затем они отправляются за покупками квартир. Уилл хочет подарить спокойный дом Эмили и двум ее сыновьям после того, как он станет лордом, а что касается Курта, то он планирует отправить его в церковь и позволить ему жить вдали от дворца. Однако они не знают, что Ракер замышляет что-то злое, и он посылает Курту подарок, чтобы тот встретился лицом к лицу со своим братом-волшебником. Посыльный Ракера застает Курта одного под дождем, обдумывающего убийство после того, как хорошо выкупил всех его лакеев. Он предлагает ему подарок, посланный его господином, и говорит, что это легендарный предмет под названием драконья флейта, который может помочь ему убить своего брата-волшебника. Курт хочет знать, почему Ракер дарит ему такую драгоценную вещь, и узнает, что он хочет получить право на неосвоенные земли. Видя, что их цели совпадают, Курт принимает предложение и отправляется в лес, где его уже ждут Уэллс и его группа. Рэнд чувствует, что Курт ищет его одного, и это означает, что у него есть что-то, что придает ему уверенности, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Он решает встретиться лицом к лицу со своим братом и ведет себя так, словно их встреча здесь – случайное совпадение. Но Курт уже знает, что его слуги прячутся в кустах, и зовет их. Он оскорбляет Уэлла без всякой причины и постепенно начинает вести себя как псих, говоря ему, что каким бы удивительным он ни был, он не может унаследовать землю, потому что он 8-й сын. Затем Курт показывает им драконью флейту, которую он получил от Рукера, и угрожает взорвать ее, если хотя бы один из них пошевелится. Брат узнает драконью флейту, которая является легендарным предметом, способным призвать армию драконов. И он уверен, что даже их группа не сможет справиться с таким количеством драконов. Драконов сразу же. Друзья Уэлла говорят Курту, что он глуп, и если драконы придут сюда, он тоже умрет, смеясь, говоря, что драконы не причинят вреда тому, кто играет на флейте. Уэллс пытается заставить его задуматься
заботится о людях и его семье, но он называет их предателями. Он даже не заботится о своей жене и детях и говорит, что как только он хорошо убьет и заберет все свои деньги, у него не будет недостатка в охотниках за золотом, которые придут за ним. Уэлл понимает, что его брат неисправимый подонок, и он хочет напасть на него, но Курт угрожает взорвать флейту. Он вздрагивает, а Курт смеется над ним, говоря, что видеть гениального фокусника в ужасе – лучшее зрелище в мире. Он говорит ему, что смерть каждого будет на его совести за попытку стать преемником, а затем подносит флейту к его губам. Рэнд неожиданно нападает на Курта, но флейта блокирует его, и он улыбается, уверенный в своей победе. Курт дует на флейте, и небо темнеет, когда призраки выходят из-под земли и окружают его, но нет никаких признаков драконов. Уэллс все еще хочет помочь своему брату, но Вильма останавливает его, так как он вызывает у нее неприятные чувства. Элис также понимает, что призраки были полны угрозы, и это заставляет Брента осознать, что Курт дул не в драконью флейту, а в флейту угрозы. Ему было интересно, как такое ничтожество, как он, смог заполучить легендарный предмет, и оказалось, что его одурачил человек, который послал ему флейту. Флейта злобы привлекает призраков из окружающей среды и превращает своего пользователя в могущественную нежить, чтобы победить врага в самоубийственной атаке. Услышав это, Уэлл беспокоится, что его брат умрет, но Курт уже одержим призраками. Его злоба сочетается с их злобой, и он приходит в ярость на Уэлла за то, что тот отнял у него все. Его зрение становится красным, когда призраки собираются вокруг него и поглощают его, превращая в гигантского монстра. Уэллс в ужасе от гигантского монстра, в основе которого лежит его брат, и Бранд говорит ему использовать свою святую магию, чтобы быстро победить его. Однако Уэллс охвачен ужасом и не может пошевелиться, так что по крайней мере защити его, блокируя удар монстра. Она хочет очистить монстра, но ее магия недостаточно сильна, чтобы победить его. Видя ее борьбу, Уэллс наконец возвращается к реальности и поддерживает ее. Он решает, что сейчас нет никакого способа спасти своего брата, и ты должен просто мирно отпустить его. Он также использует священную магию и увеличивает свою силу, чтобы очистить гигантского монстра-нежить. Яркая вспышка света уничтожает монстра, а центральная капсула, в которой находится Курт, отлетает и взрывается вдалеке. Флейта угрозы падает, но злобная душа Курта улетает в столицу, чтобы найти человека, который обманул его. Там Ракер устроил вечеринку, думая, что Курт, должно быть, уже хорошо убил, и скоро у него будет доступ ко всем неосвоенным землям. Его союзники хвалят его за отличный план, и Ракер говорит, что они пока не могут полностью доверять Курту, так как он просто деревенский идиот. Как раз в этот момент злой дух Курта разбивает окно в комнате и мстит Ракеру. На следующий день Уэллс отправляется в Капитолий и встречает Родериха за пределами места преступления. Он узнает, что прошлой ночью произошла резня, и душа Курта убила Ракера и всех гостей, которые присутствовали на его вечеринке. На вечеринке присутствовали в общей сложности 12 дворян со всеми их семьями, и теперь все они мертвы. Священники из церкви уже очистили злобу Курта, но новость дошла до всех. Родерих хорошо говорит, что теперь все знают о преступлении Курта, поэтому они не могут позволить Эмили остаться в столице, так как это будет опасно для них. Люди возненавидят их за то, что они являются членами семьи преступника, и мирная жизнь, которую мы хотим им дать, здесь будет невозможна. Мы понимаем, что он должен приспособить их где-то в другом месте, и ему жаль, что он не может сделать больше для своей невестки. Позже он встречается с Армстронгом и Брантом и говорит им, что Герман решил пока оставить Эмили и ее сыновей в своей семье. Уэллс говорит, что эта ситуация возникла из-за того, что аристократы эгоистично использовали других людей в качестве сундуков, оставаясь в тени. Он проклинает Ракера, а также аристократов на стороне короля, говоря, что все они придурки. Но Бранд говорит ему посмотреть в зеркало и сказать это самому себе, поскольку он сам благородный человек. Эти слова причиняют ему сильную боль, и в течение многих дней его мучает чувство вины. Но Элис замечает, что что-то гложет Аама. Он обсуждает это с ней, и она утешает его, говоря, что он ни в чем не виноват. Ее слова подбадривают его, и он решает, что не будет таким, как другие аристократы из Квирсы, чтобы стать хорошим аристократом, который заботится о своем народе. Элис говорит, что он всегда прилагает слишком много усилий, чтобы достичь каких-то невозможных стандартов, но она и другие его друзья всегда поддержат его. Вскоре после того, как все уладится дома, Уилл отправится на встречу с королем. Король благодарит его за то, что он быстро справился с беспорядками на его территории и награждает его землей. Он говорит, что поскольку освоение всей этой земли было большой задачей, он хочет вознаградить его еще чем-нибудь и спросить, не нужно ли ему чего-нибудь еще. Уэллс без колебаний принимает предложение короля. Он говорит, что в результате несчастного случая, в котором погибли Ракер и его друзья, 12 благородных семей прекратили свое существование, и теперь их титулы пусты. Хотя только король имеет право присваивать эти титулы, Уэллс хочет получить право давать 2 титула людям, которых он выберет, в обмен на освоение земли. Как только они услышат об этом, премьер-министр, генерал и даже священник не согласятся с Уэллсом. Они скажут, что с его стороны невежливо обращаться с такой просьбой, и попросят его немедленно взять свои слова обратно. Генерал даже зашел так далеко, что заявил, что колодец не подходит для ухода за огромным участком земли, и половину его следует у него отобрать. Премьер-министр утверждает, что генерал просто хочет передать это кому-то из своей фракции, но только кто-то, обладающий
огромной магической силой, такой как Уэлл, мог бы развить это. Папа Римский также высказывает свое законное мнение, и они начинают ссориться. И вскоре герцог Амедеус также присоединяется к дебатам, и он открыто хорошо поддерживает. Видя, что все выдвигают эгоистичные требования, Армстронг затыкает им рот и велит Уэллсу забрать свою просьбу обратно. Он просит короля отдать ему половину земли, чтобы он мог развивать ее с помощью магии. Король отклоняет его просьбу, говоря, что он нужен в столице и вполне может справиться с развитием самостоятельно. Он говорит, что развитие территории имеет приоритет над всем остальным, и за это он даст хорошо то, о чем он просит. Как только король объявляет об этом, Армстронг подмигивает Уэллсу, потому что он был на его стороне, и все остальные тоже действовали. Король ловит их на месте преступления, но все же дает им право присвоить 2 титула и призывает его к ответу. Уайт возвращается домой после получения награды и говорит Эмили, что когда ее дети вырастут, он даст им дворянские титулы, которые у него есть. Она благодарит его и сообщает, что предложение стать его отчимом все еще в силе, но он не заинтересован в этом. Вскоре Уэлл начинает осваивать свою территорию с помощью магии, а Ирвин и Родерик становятся его помощниками на поле боя. Уэлл хочет отдохнуть после расчистки участка от камней, но Родерик хочет, чтобы он расчистил другой участок и взорвал еще несколько камней для церкви. Уэлл узнает, что Папа Римский собирается построить здесь церковь в обмен на помощь в выполнении абсурдной просьбы, с которой он обратился к королю. Мало того, герцог, генерал и премьер-министр также планируют построить дома отдыха на территории Уэллса. Однако Уэллс не собирается уступать им это место, поскольку он планирует создать здесь фабрику по производству соевого соуса. Позже, по крайней мере, зайдет к нему на чай, но прежде чем Уэллс сможет пойти с ней, Луиза и Армстронг приезжают, чтобы забрать его на свой еженедельный тренинг. Вскоре Вильма, Сьюзен и Бран тоже возвращаются из леса с гигантским бананом, который они нашли, и Вильма хочет, чтобы Уэллс приготовил ей банановый хлеб. Сьюзен также просит его выполнить для нее одно поручение, а Родерик не хочет, чтобы он куда-либо уходил, пока не закончит свою работу. Все окружают его и засыпают просьбами, и Уэлл не знает, что ему следует делать, поэтому он игнорирует все и идет домой, чтобы пообедать со всеми. Это то же самое блюдо, которое он не мог съесть в своей прошлой жизни до того, как пришел сюда, и он, наконец, получает от него удовольствие. Уэллс считает, что его жизнь в качестве 8-го сына бедного дворянина была не так плоха, как он думал. Вот и все, что нужно для этого видео.